Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у меня не совсем обычное видео. Видео подобного рода я снимаю впервые. И оно будет о Димаше, но не о Димаше Кудайбергене, а об одной совершенно уникальной, замечательной семье из Казахстана, из города Алматы, где главу семьи зовут тоже Димаш, и он тоже поет, но у него другая судьба. Пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить разлуки лебеди. Знаю, что вы любите смотреть и слушать про Димаша Кудайбергена на моем канале, но я не могла пройти мимо, встретив в ТикТоке аккаунт этой семьи, и я почувствовала, что совершенно необходимо, имея хоть какой-то голос в социальных сетях, в данном случае в YouTube, я не могу пройти мимо и не рассказать, и не показать эту семью. Я вас искренне от всей души прошу не закрывать это видео, попытаться хотя бы послушать и посмотреть его до конца. И я знаю, что люди, когда видят, что есть какая-то проблема, они боятся, что будут сейчас просить денег, люди боятся расстроиться, люди боятся, что будет какая-то жалостливая нота, и им это будет тяжело эмоционально выдержать. Но я вас уверяю, семья, о которой пойдет речь, достойна внимания, достойна поддержки, той, которую мы в силах оказать. И эта семья внушает только надежду, свет, любовь и позитив. Не говори, что чувства позади, нет назад пути. Однажды, несколько месяцев назад, мне всплыл прямой эфир, написано «Димаш», «Папа Димаш» и Амирчик. И я включаю прямой эфир, не видя его аккаунта, я включаю прямой эфир, и что я вижу? Я вижу мужчину, которого зовут Димаш. Я начинаю следить за эфиром и понимаю, что это папа, глава семейства в Казахстане, у которого есть сыночек по имени Амир, совершенно замечательный, уникальный, очень позитивный мальчишка, парень. И я вижу, что мальчик особенный, что он в инвалидной коляске. И очень часто мы такие все добрые и такие все открытые и понимающие, просто пролистываем, потому что мы не хотим огорчаться, мы как-то смущаемся. Разные чувства, бывают. И я начинаю с первых секунд удивляться, насколько этот человек, папа Димаш, излучает безграничную любовь, безусловную любовь. Такое отношение к сыну, что это просто переполняет все мои чувства. Я начинаю следить за его прямым эфиром, подписалась. И с тех пор подписана, и слежу, и смотрю. И этот папа поет в прямом эфире песни на казахском языке, на русском языке. В основном на казахском, да. И я начинаю с ним общаться, дарю подарки там по мере своей возможности, в ТикТоке. И у меня возникла такая идея, что я должна обязательно показать эту семью, рассказать о ней, потому что
во-первых, я хочу, чтобы к ним пришла помощь в том или ином виде. Сразу скажу, что ни одной копейки, никакого счета, ничего я здесь от вас не прошу. Это никакого отношения ко мне не имеет абсолютно. Я покажу вам видео про семью эту. И там будут данные, которые необходимы для того, чтобы оказать посильную помощь. Но вы понимаете, что помощь – это не деньги. Не всегда деньги, если кто-то может, это будет замечательно. Но доброе слово, какие-то подарочки в ТикТоке небольшие и внимание, просто подписка, просто просмотры – это уже большая, огромная поддержка и помощь. Вот в данном случае, что меня зацепило. Папа абсолютно одухотворенный, позитивный, с безграничным терпением, с приятным голосом, с постоянной улыбкой на лице, обращается к сыночку: Джаны, мой зайчик, мое солнышко, без конца его целует. У них еще есть дочка в этой семье, сестренка у Амирчика. Замечательная жена. Они проходят периодические реабилитации за границей в том числе. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. В прошлом году мы ездили благодаря подписчикам и друзьям Амирчика. Мы собрали нужную сумму для 3-месячного курса реабилитации. Съездили в Китай. Потихонечку результаты есть. Но это все из-за того, что у Амирчика очень сильные приступы эпилепсии были. И последние 10-12 лет мы не могли лечить. Нас никто не брал ни на реабилитацию, ни на другое лечение. Просто потому, что у Амирчика были приступы. Каждый день до 100 приступов эпилепсии доходило. Иногда и до 200. Иногда реанимобиль просто не отъезжал от нас, по пару часов стоял с нами, потому что они только имеют право делать укол реваниум, который успокаивает мозг, вводит в наркотическое состояние. Не вкладывают в своего сыночка максимально ресурсов, какие имеются в этой семье. Но что самое главное, нету в этой ситуации какого-то надрыва, трагедии, нытья. Есть только проживание ситуации такой, какая она дана Всевышним, абсолютная стойкость, позитив, уникальные кадры, как люди интегрируются в общество и в эту жизнь, несмотря на сложную ситуацию, с такой любовью, с таким позитивом. И если у вас есть такая возможность и желание, вы свяжетесь с ними, поможете хотя бы просмотром, лайком, добрым словом, и обязательно Всевышний вас, Вселенная, для кого Аллах, Бог, кому что ближе, я верю, то, что вас поблагодарит, что вам это воздастся в 100 крат, потому что эти люди действительно достойны этой помощи, этой поддержки. И видео, которое прислал мне папа Димаш,
его разрешения и позволения я создаю это видео. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, если у вас нет доступа в ТикТок, и вы не сможете дозвониться по номеру телефона, который будет указан, вы можете написать мне на email, который указан у меня в описании будет. Но еще раз повторяю, никакого отношения ко мне лично это не будет иметь. Все ваши сообщения только будут переданы непосредственно папе Димашу.